Привет! Это новые беспроводные наушники от KZ под названием Z1 Pro. И вот исходя из приставки в названии, можно предположить, что данная версия должна быть лучше обычных Z1. Но это лишь в теории. Что же получилось на практике, сегодня я тебе и расскажу в своем обзоре. Поставляются наушники в довольно дешевой упаковке, выполненной в виде выдвижного короба с цветной обложкой. Подобная, помнится, когда-то уже была в моделях S1 и S1D. На приставочку Pro она явно не тянет. Обычные Z1 подавали намного презентабельней. Внутри в пластиковой проставке находится кейс с наушниками, а ниже положили короткий кабель USB-C для зарядки и комплект сменных амбушюр. Также в посылке лежал небольшой бонус от продавца – маленький пакетик с дополнительными пенными амбушюрами. Но забегая немного вперед, отмечу, что комплектные амбушюры на сей раз положили хорошие, они мягкие и удобные. Мне подошел самый большой их размер. Обычно для наушников KZ мне приходилось использовать свои, сейчас необходимость отпала. Зарядный кейс выполнен из матового пластика и по форме в закрытом состоянии напоминает шайбу. Крышка открывается по типу пудреницы с фиксацией в верхнем положении и в таком состоянии не болтается и не люфтит. Петля крышки пластиковая, без доводчика. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Сзади вместе крепления петли расположили разъем для зарядки. Габаритные размеры корпуса по диаметру и высоте составляют 61 на 32 мм. Вес кейса с наушниками внутри получается 53 грамма, без 45. Между посадочными местами самих наушников расположен единственный статусный светодиод состояния, по совместительству являющийся индикатором уровня заряда. Емкость встроенного аккумулятора 400 мАч. В целом сборка хорошая, кейс определенно стал удобнее, а главное компактнее в сравнении с обычными Z1, что не может не радовать. Ну а если рассматривать сами наушники, то перед нами все те же старые знакомые. По форме они никак не изменились. Звуководы стандартно для KZ выполнены из металла и прикрыты металлической сеткой. Внутренняя сторона наушника повторяет анатомическую форму ушной раковины, а логотипами на внешней обозначены сенсорные области для управления функциями мультимедиа. Однократное касание во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а при входящем вызове по данному действию можно на него ответить или положить трубку. Двойной этап позволит переключать треки: на правом наушнике вперед, на левом назад. Двухсекундное удержание пальца на сенсорной области вызывает голосового ассистента. Также по данному действию при входящем звонке можно его отклонить. Ну а тройное касание переводит наушники в специальный режим с низкой задержкой. В этом High Performance режиме производителем ее значение было заявлено в 40 миллисекунд. Однако на поверку в моем игровом тесте в PUBG Mobile она получилась в несколько раз больше. Конкретно мой интервал составил от 280 до 320 миллисекунд. Не берусь утверждать наверняка, но возможно дело в модуле Bluetooth. В моем случае проверка осуществлялась по интерфейсу 5.1. С YouTube, как и в большинстве последних моделей беспроводных наушников, проблем никаких. При просмотре роликов звук от видео на слух не отстает. Смотреть можно с комфортом. Что же до автономности, то также по заявлению производителя версия Pro должна играть дольше обычной. Однако на практике в своем тесте автономности на 100% громкости я получил стандартные для Z1 2 часа проигрывания музыки в связке со смартфоном на интерфейсе Bluetooth 5.0. И здесь справедливо можно снова отметить, что в новой модели наушников заявлен чип Bluetooth 5.2, который и должен обеспечить большую автономность. К сожалению, как я уже упомянул ранее, максимально чем я обладаю, это новым Poco X3 NFC, в котором установлен модуль Bluetooth 5.1. И вот во второй раз я проверил автономность именно с ним. Но чудо так и не произошло. Даже при таком раскладе автономность не стала больше. Результат все тот же – 1 час и 59 минут. Вот собственно все, что мне удалось из них выжить. В любом случае смартфонов с новым чипом 5.2 на борту на данный момент можно по пальцам пересчитать, причем хватит одной руки. И это будут в основном флагманы стоимостью от $700. Так что мой замер на версиях 5.0 и 5.1 самый приближенный к реальности. А вот по звуку KZ Z1 Pro, если честно, впечатлить меня смогли не сильно. Во-первых, они играют тише своего предшественника, несмотря на то, что в обычных Z1 с максимальным уровнем громкости явный перебор. В них 70% это как 100% Z1 Pro. А во-вторых, звук в прошках стал слишком звонким и при этом менее объемным. По частотам здесь явный уклон вверха, а вот середина пережата. Тем не менее, бас тут имеется в наличии и его определенно в достатке. Лично я бы на свой слух верхние частоты эквалайзером притормозил. На максималках хоть каши и не присутствует, но перепонкам как-то некомфортно. За передачу
передачу звука здесь отвечает два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC, впрочем, как и в предыдущей модели, но вот лично мне звучание в Z1 показалось более объемным, нежели в Pro, вполне возможно именно из-за их пережатой середины. При всем при этом разница хоть и есть, но не могу сказать, что она сильно существенная. Если не брать во внимание пороги максимальной громкости у этих двух моделей, то обычный пользователь вряд ли услышит различия. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как KZ Z1 Pro работает в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Проверяем работу микрофонов в наушниках KZ Z1 Pro. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас открываю окна. Вот так мне задувает ветер со всех сторон. И, собственно, ты можешь услышать, как отрабатывает или не отрабатывает шуманава при таком сценарии использования. Вот как-то так все работает. Ну и по традиции второй тест с печкой. Собственно, выкручиваю ее сейчас на максимум, как обычно. Отовсюду выдувает горячий воздух, максимум шума искусственно создается в салоне. И примерно ты сможешь вот так вот понять, как будет слушать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по телефону с помощью вот этих наушников, ну, в момент, когда будешь обогреваться зимой в машине на полную. Вот как-то так это все работает. Подключение наушников к смартфону происходит по изъятию их из кейса. Главного в паре нет, отчего каждым из них можно пользоваться по отдельности. В силу своей удобной формы носить наушники никакого дискомфорта не доставляет, даже зимой в шапке. По стабильности связи в связке с моим смартфоном никаких обрывов и зависаний в процессе эксплуатации обнаружено не было. На улице и в квартире полет отличный. Заявленные расстояния они держат спокойно, без отвалов. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Если ты задумался о замене своих KZ Z1 на новую модель Pro, то спешить не стоит, ведь никакого прироста в автономности и уж тем более по звуку ты не почувствуешь. А вот если для тебя это совершенно новые наушники, то смысл хоть и небольшой здесь имеет место быть, по крайней мере по части амбушюр и более компактному кейсу, и к сожалению все еще не по звучанию. Но вот что я знаю абсолютно точно, так это то, что наушники KZ S2 звучат намного круче этих двух пар. По крайней мере, лично для меня. В любом случае, окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. Я же постарался максимально подробно тебе сегодня рассказать про эти новые наушники. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.